Всем привет, это Тостер, у нас много интересного о домашней технике, ну потому что реальные обзоры и тесты. В этом видео говорим о роботах для мытья окон, как все будет происходить. Сначала подумаем о том, для чего и кому, собственно, эти роботы реально нужны. Потому что технологии технологиями, хочется иметь дома современную технику, это да, но надо, чтобы она в итоге не лежала на антресолях, а работала. Далее будет супер интересное близкое знакомство с 4 реально интересными, опять же, моделями роботов для мытья окон. Atwell Zora Z7, Hobot Advice Ultrasonic и дуэт Xiaomi HAT55 и 66. Расскажу о них самое главное и реально интересное. В целом у нас получится сравнение, я думаю, по различным характеристикам, да и, собственно, по самому мытью. Все ссылки на эти модели, кстати, внизу в описании видео. Ну и окон намоем вдоволь, у нас реальные загрязнения. После зимы окна не мыли. Небольшая ремарка. В этом видео участвуют так называемые квадратные роботы. Они без вращающихся дисков с салфетками, а также без магнитного крепления. Говоря простым языком, они присасываются к стеклу и движутся по нему. Зачем нужен робот-мойщик окон? Странный вопрос, да? Понятное дело, чтобы мыть окна. Но тут все несколько шире. Во-первых, это безопасность. Не нужно высовываться из окна многоэтажки, просить кого-то вас держать. В общем, по сути, не нужно рисковать жизнью из-за грязного окна. Просто включил робота, и он моет. Это, важнейший такой момент. А некоторые же просто физически не смогут как-то вот так высунуться в окно и еще и мыть. Робот тут тоже спасение. Еще не забываем, что использование робота для мытья окон — это экономия времени и сил. В принципе, запустил его и он моет, а вы какими-то своими делами занимаетесь. Конечно, минимальное участие нужно, переставить на другое окно или сменить салфетку, но все равно вы не моете сами окно. Одно, второе, третье окно не моете. Кроме того, подобные роботы, они же могут мыть не только окна, какие-то внутренние стеклянные перегородки, умеют и по плитке в ванной пройтись, зеркала опять же, плюс горизонтальные поверхности. Тут смотрите инструкции. Некоторые, например, тот же Hobot из нашего видео, он только по вертикали убирает. Горизонтальная поверхность — это не только столик какой-то, это еще и сверху шкафа или полок, там где пыль. Напишите в комментариях, может, есть еще какие-то варианты использования. Ну и вообще делитесь личным опытом эксплуатации таких роботов. Нравится, не нравится, используете или где-то на дальней полке так и сгинул у вас такой робот. Несколько слов о том, как эти роботы работают. Электромотор создает разряжение воздуха, то есть вакуум, что позволяет роботу присосаться, скажем так, к стеклу. Для перемещения есть гусеницы. По периметру сменная салфетка из микрофибры, она-то и собирает всю грязь. Также по корпусу находятся датчики, которые позволяют роботу контролировать передвижение, наличие поверхности под ним, например, в случае работы на безрамных пространствах. Датчики могут быть электронными, инфракрасными, такие у Atwell, Hobot и Xiaomi HAT66. А вот у Xiaomi HAT55 датчики механические, это дешевле, но работает, хотя, на мой взгляд, им проще выйти из строя. Современные роботы способны именно мыть окна, но делают они это немного по-разному. Из наших участников самая такая совершенная, на мой взгляд, технология мытья со смачиванием поверхности стекла и самой салфетки у Atwell и Xiaomi HAT66. У них резервуары, в которые можно залить воду или моющее средство, и далее происходит распыление через микроотверстия в нижней части робота. Видите, распылитель обрамлен салфеткой, и на нее в итоге и попадает жидкость. И это логично и правильно, потому что экономный расход. Не попадает жидкость на рамы и ручки, не сдувается ветром. Кстати, о ветре. Подача воды или моющего средства есть и у робота Hobot, но тут все устроено не так. Бачка для жидкости 2, а не 1, больше мороки с их наполнением, И распыление происходит на стекло перед роботом. Две системы нужно, потому что робот же движется в разные стороны по стеклу, он не всегда разворачивается. Малейшее дуновение ветерка, и моющий раствор улетает, сдувается.
часть его, часто большая, не попадает на стекло. Как-то это неэкономично. Конечно, не надо мыть окна в ураган, но в том-то и дело, что тут для проблем с попаданием раствора на стекло хватает и совсем небольшого ветра. К тому же смачивать при использовании робота для мытья окон рекомендуется все же именно салфетку моющую, а не само стекло. Ну а у ХАТ-55 все так просто, что даже как-то неинтересно. Тут нет автоподачи воды, и для влажной протирки окон чистящую салфетку надо смачивать самостоятельно. Ну то есть тут больше участия пользователя в процессе и меньше автоматизации. Но на то он и самый недорогой из всех 4. Он как раз хорошая иллюстрация такой базовой модели. Ну, честно говоря, не знаю. Мне кажется, если уж покупать такой робот, то пусть уж сам все делает, робот он или нет. А вы как думаете, пишите в комментариях. Своего рода ахиллесовой пятой подобных роботов часто называют уборку вдоль рам и в углах. И, конечно, такие квадратные роботы справляются с этим лучше, чем модели с вращающимися дисками. Но нарекания тоже есть. Если с пространством вдоль рам все максимально прокачали, например, Atwell при уборке в авторежиме дважды проходит рядом с рамой, чтобы лучше все очистилось. Есть подобные технологии и алгоритмы и в других роботах. То вот с углами все еще так себе. Собственно, стоит просто посмотреть на роботов снизу, с их рабочей стороны, чтобы это понять. У 3 по углам датчики, а они ничего не оттирают. Только в случае с Хобот можно говорить о том, что уборку в углах постарались прокачать. Но результат все равно не будет идеальным, и перфекционистам, что называется, напрячься. Почему у этих роботов важны габариты? Ну, вроде же они ползают себе по окну, ничего им не мешает. Ну, смотрите, есть решетки, под которыми бывает надо проходить, да мало ли что еще. Ну и в конце концов, для хранения это тоже важно, не хочется хранить какую-то такую бандуру, занимающую много места. Если сравнить все 4 робота по габаритам, то главный для них параметр — высота примерно одинаковая, у всех около 8 сантиметров. Вот они выстроены в ряд, и это видно. Хобот чуть выше, тут значение 8,6, а у Atwell и 2 Xiaomi между 7 и 8 сантиметрами. Ну то есть у 3 этих роботов немного больше шансов куда-нибудь пролезть, куда Хобот может и не сможет. Да, и вот еще что важный момент тоже. Квадратным роботам требуется пространство. Не стоит убирать ими, мыть ими окна, ширина которых менее 35-40 сантиметров. Поэтому еще габариты важны. Чем такой робот меньше, тем проще ему разворачиваться на стекле, и тем лучше в итоге будет результат мытья. Все эти роботы работают от сети, поэтому все они с проводом. Чем длиннее провод, тем лучше. Это, скажем так, расширяет горизонты мытья. Робот может забраться дальше, вымыть от одной розетки большую площадь. Среди наших роботов лидер тут Atwell. У него провод 9 метров. У модели Xiaomi провод 7,5 метра, а у Хобот общая длина 6 метров. Не то чтобы это совсем мало, но, скажем так, радиус работы меньше. Да, вот еще что заметил. На некоторых сайтах брендов написано про работу от аккумулятора. Это может ввести в заблуждение, мол, моет без включения в розетку, без провода. Нет, не моет. Хотя встроенные аккумуляторы в каждом из этих роботов есть. Однако нужны они в случае аварийного отключения электроэнергии. Ну вот вообще пропало электричество или случайно из розетки выдернули провод. В этом случае мотор питается от батарей, и робот не падает, остается на окне и еще подает сигналы, чтобы его спасли. Atwell может так провисеть до 40 минут. Ну, в общем, за это время можно как-то поинтересоваться процессом мытья и решить вопрос. А вот аккумуляторы обоих Xiaomi, робота Hobot, рассчитаны максимум на 20 минут такого экстренного зависания. Ну, в общем, преимущество Atwell в этом плане стоит отметить. Если не успеете спасти робота, пока он будет висеть на аккумуляторе, что называется, он может улететь вниз, а это чревато проблемами. Бог с ним, самим роботом, хотя его, конечно, жалко, но он ведь может в кого-нибудь попасть, упасть на чей-то автомобиль.
Поэтому не забывайте использовать страховочные тросы. Они есть в комплекте любого такого робота. Просто карабин, просто сцепляетесь чем-то надежным, и проблема решается. Но лучше, конечно, не ронять робота даже с тросом. Любым из этих роботов можно управлять с пульта. У всех 4 он есть в комплекте. Режимов мытья окон может быть несколько. Это алгоритмы передвижения. Как правило, можно включить авторежим, когда робот постарается вымыть всю предложенную поверхность и вернется к месту старта. Можно задать уборку одинарную или двойную. В этом случае робот 2 раза пройдет по стеклу. Их всех, как правило, можно отправлять в разных направлениях, там вправо или влево, вниз-вверх по стеклу. Это тоже есть такая функция, она предусмотрена. Одним из этих роботов, хоботом, можно управлять еще через мобильное приложение со смартфона. Все через Bluetooth, что, в общем, логично. Затевать мытье окон, находясь не дома, наверное, можно, но как-то странно. Чересчур уж технологично. Попадалась мне информация о том, что со смартфона можно управлять Xiaomi HUD 66, но ни в инструкции, ни в приложении Xiaomi мы не нашли никакой информации об этом. Если что-то не досмотрели, обязательно напишите в комментариях. У многих таких роботов, в том числе у моделей из нашего теста, есть голосовые помощники. Скажу честно, я их не люблю и всегда отключаю. Но это я давно в теме бытовой техники и немало о ней знаю, неплохо ориентируюсь в режимах и функциях разных девайсов. А кому-то подсказки точно пригодятся, потому что, по сути, они очень упрощают знакомство и дальнейшее, скажем так, общение с роботом. Например, пожилым людям так может быть проще с роботом взаимодействовать. В целом, всегда понятно, что он делает и что вообще от себя хочет. Казалось бы, робот-мойщик, устройство такое утилитарное, важен ли здесь дизайн? Кому как и когда как. Возможно, когда вы работаете с окнами дома, все это не так уж важно. Но ведь эти роботы, они способны мыть витрины, панорамные окна, где-то в магазинах или в офисах. То есть робот будет на виду у большого количества людей, возможно, клиентов. И вот тут, наверное, круто, если он будет хорошо выглядеть. Не нужно дизайна от Dolce & Gabbana, просто современный и стильный. И тут, конечно, среди традиционно белых и таких, в общем, довольно обычных в смысле дизайна моделей обеих Xiaomi и Hobot особняком стоит Atwell. Он темный, выглядит как-то более современно, дорого. Плюс это темный пластик. Он не выцветает на солнце, в отличие от белого, не станет таким неприятно желтоватым. Плюс ручка мягкая, она и хорошо выглядит и не мешает роботу, по сути уменьшает его высоту. Возвращаемся к важности габаритов. Навигация по видео в помощь. Перед тем, как распределим места между роботами по итогам нашего с ними близкого знакомства и тестирования, вы все видели сами, мы не просто покрутили их в руках. Так вот, перед этим несколько рекомендаций, которые позволят максимально эффективно использовать такую технику, добиваться наилучших результатов. Если окна очень грязные, не мыли всю зиму, окно выходит на дорогу, на трассу, то мыть их лучше в 2 прохода. Первый проход с сухими салфетками, не нужно размазывать то, что можно смахнуть. И уже только второй проход с моющим средством. Им, кстати, лучше не наполнять бак робота до краев. Расход у мойщиков обычно, экономный. Для одной уборки будет достаточно 50-100 мл. И сверяйтесь с инструкцией в этом плане. Вот еще важное. На чистых окнах, которые недавно мыли с сухими салфетками, робот может не проехать вверх вообще. Влажные, как это может ни странно показаться, показывают себя в такой ситуации лучше. Особенно такое бывает, когда стекло только что помыли роботом. Робот снимает грязь, полирует поверхность, и стекло становится очень гладким. То есть, если решите довести результат до совершенного, то вот это учитывайте, не удивляйтесь. Трос и шнур должны лежать свободно на подоконнике, например. Если им что-то мешает двигаться свободно, то они тянут вниз робот. Это ему уже мешает ехать наверх. Особенно это важно, когда окна высокие, и он тянет наверх не только себя, а еще и трос и шнур. Мы довольно подробно познакомились с 4 роботами. Пока я о них рассказывал, они все мыли окна. В
целом у нас по качеству мытья глобальных претензий никому не возникло. Если попробовать распределить места, то, наверное, так. На четвертом месте Xiaomi HAT 55. Это все же базовая модель, без интегрированной системы распыления воды или там моющего раствора. Но он и дешевле всех остальных участников. Третье место Hobot. Это хорошая модель. У него более правильно построена работа с углами окон. Конструкция позволяет максимально в них, что называется, заезжать. Результат не идеальный, но лучше, чем у других. Но, как вы понимаете, технология распыления жидкости перед роботом видится нам несовершенной. Когда-то это может меньше повлиять на качество мытья, а когда-то и больше. Тут еще смотря какой ветерок подует. Но в итоге стабильности-то по мытью, по его качеству меньше, чем у Atwell, например, из Xiaomi. Hobot, к тому же, еще и самый дорогой из всех. Второе место у Xiaomi HAT 66. Технологически, что уж тут скрывать, они схожи с Atwell. Главное, что я выделяю, правильная технология подачи воды к стеклу и непосредственно к рабочей салфетке. Жидкость никуда не улетает с ветром, не попадает на рамы, ручки, и потом не надо с них ничего оттирать, если это там средство моющее, например. Atwell, которому отдаю первое место, тоже в этом плане прокачан. У них с Xiaomi подача жидкости устроена одинаково. Плюс у него в 2 раза больше время работы от аварийного аккумулятора, 40 минут, а не 20, как у всех остальных из видео. Плюс нелюбимые мной, но точно кому-то полезные голосовые подсказки на русском языке. Плюс внешний вид мне зашел, он не белый, не выцветает. Такой самый приятный внешний из всех, на мой взгляд. Atwell Zora Z7. Проверено тостер, и тостер рекомендует. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с теми, у кого грязные окна. Если уже чистые, все равно делитесь, потому что станут же грязными. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем о том, как она реально работает и чем нам с вами, пользователям, реально полезно. На сайте Toster.ru, в нашем Яндекс.Дзене, в соцсетях Тостер и в Телеграме еще больше интересного о доме и быте, не только наши видео. Заходите и туда. До новых обзоров и тестов.